Всем привет! С вами Киселева Анастасия и тема моего подкаста «Как же выжить в общаге?». В этом выпуске мы рассмотрим несколько лайфхаков, которые помогут вам не конфликтовать в общаге, чему-то научить, возможно, и я попытаюсь передать вам свой опыт 5-летний проживания в общежитии. Все-таки общежитие — это такой очень важный этап студенческой жизни. Я все-таки за то, чтобы все студенты жили в общаге, потому что это намного интереснее, потому что там как-то все сближаются, помогают друг другу люди, особенно если в хороших отношениях они состоят. Как состоять в таких хороших отношениях, я с вами поделюсь в этом подкасте. Итак, лайфхак 1. В общежитии можно найти все, что угодно. Если чего-то нет у тебя, то наверняка это есть у соседа. Поддерживать хорошие отношения с соседями – это одно из главных правил жизни в общежитии. Ругаясь со всеми, здесь не выжить. Тем более, что к соседям всегда можно обратиться за помощью. Нет обогревателя, сливочного масла, блендера, иголки с нитком или даже холодильника – отправляйтесь в кочевое путешествие по соседям. Когда я жила в общежитии, у нас все в блоке было общим, и это было максимально удобно. То есть, если у меня чего-то не хватает, какой-то кастрюли, вилки, ложки, мне обязательно помогут мои соседи. А еще у нас был такой случай, что когда мы только все заселились в общежитие, на первом курсе это было, у моего одногруппника, как ни странно, не было навыков вообще в приготовлении еды, и он, естественно, обращался к нам, девочкам, чтобы мы ему как-то с этим помогали. И то есть мы постоянно держались вот так вот друг за дружкой, что-то друг другу помогали чем-то, и поэтому у нас сохранились теплые дружеские отношения. Также я жила с девочками в блоке, и мы до сих пор общаемся, дружим. И у нас не было такого, что, допустим, кто-то с чем-то жадничал и так далее. То есть мы всегда жили мирно и дружно. С наступлением зимы мы, естественно, сближались еще больше, потому что зимой или, вообще, в принципе, в любое время года холодильник в общаге — это очень огромная редкость, потому что у всех продуктов много, и стоит там маленький холодильничек, и, естественно, мы друг друга выручали тем, что мы, например, оставляли какие-то продукты у другого человека в холодильнике. То есть с этим вообще никогда проблем не было. А еще мы придумали свой холодильник, подвязывали в пакетах, из окна выбрасывали мясо вот так вот. У нас висел, над каждым окном у нас висел такой, кулечек, в котором мы хранили все. То есть и ко всем экзаменам мы готовились вместе. Короче, проще в общаге не воевать, а жить дружно. И ведь общага — это своего рода второй дом, а дома должна быть очень такая теплая атмосфера и все-таки уютная. Лайфхак 2. Общие онлайн-чаты в общежитии — это очень удобная штука. Если мы чего-то друг от друга хотим, то в чат это написать намного удобнее. То есть не нужно бегать за каким-нибудь артефактом по блоку и в панике что-то искать, а можно написать друг дружке в чат и тем самым узнать то, что ты хочешь, не выходя из своего блока. Вот. Также всеми нами любимая тема — это приход коменды. Вот приход коменды — это прям вообще тема, и очень классно, когда заранее тебя кто-то предупреждает, например, она там на 3-м этаже, она там на 2-м, злая, добрая и так далее. И это очень классно, и чаты спасают просто друг друга. А также это придает какого-то своего уюта, что ли, семейного, сближения, что ли. Вот у нас с девчонками, по моему опыту, я могу сказать, что мы до сих пор общаемся, у нас до сих пор есть чат, куда мы скидываем какие-то мемчики, когда кому-то что-то нужно, и я думаю, что это, прикольная такая тема.
особенно в общежитии. Особенно, если вы являетесь первокурсником и толком города вы не знаете. Тогда как-то кураторы групп пытаются помочь сблизиться и также создают чаты какие-то, чтобы, было такое взаимодействие между студентами, что там пойти до магазина, чтобы не потеряться, чтобы, в принципе, не было скучно. И то есть такие чаты, они, сближают человека друг с дружкой. Поэтому я считаю, что это просто неизбежно. Лайфхак 3. Что делать, когда сосед позднее тебя ложится, а ты, допустим, ранняя пташка и очень хочешь лечь спать пораньше? В общежитии в первую очередь нужно учиться уважать пространство и привычки друг друга. Особенно это касается сна. Допустим, у кого-то разный режим, все мы разные, и тут мы сталкиваемся на одной территории, и все мы, конечно же, уникальные, все мы требуем к себе огромного внимания, и поэтому нужно уважать пространство и рамки общедозволенного друг друга. Допустим, по своему опыту я могу сказать, что у меня была такая ситуация, когда моя соседка ложилась спать после того, как она приходит с пар. То есть она ложилась спать днем. А мне нужно было в это время делать какие-то свои дела, уборку или еще что-то. И было не совсем удобно. И мы находили таким образом компромисс, что, допустим, мы давали спать, к примеру, допустим, до 4 ты спишь, потому что ты устала, с пар пришла, а, допустим, после 4 мы занимаемся какими-то своими делами, и то есть в общежитии все друг под дружку подстраиваются, это и есть компромисс, и это абсолютно нормально, потому что все мы жили немножко в других семьях, у кого-то была политика партии, что нужно не спать днем, а нужно спать именно в определенное строгое время, допустим, в 9 ложиться спать. И кто-то так привык. И у каждого человека есть свои какие-то биологические часы, которые просто, по щелчку пальцев они вот так не поменяются. И нужно не ссориться на этой почве. Ведь все-таки, повторюсь еще раз, общага — это наш общий дом. А когда ты приходишь домой, и все друг с дружкой разруганы, сидят в разных углах, это не совсем то, куда ты хочешь возвращаться. И какие-то негативные проблемы не обязательно отображаются на учебе, на каком-то твоем внутреннем состоянии. А есть такие люди, которые вообще зависят от общения. Поэтому нужно находить точки соприкосновения в каких-то таких моментах. Мы с девчонками выходили так из такой ситуации, как я уже говорила, что, допустим, до какого-то определенного времени ты спишь, а потом у нас свои какие-то дела. И чтобы как-то сблизиться, мы каждый вечер собирались на такие, типа чаепития. То есть мы где-нибудь садились часов в 9, пили чаек, обсуждали какие-то свои проблемы, то, что с нами произошло за день. И иногда смотрели фильмы, ходили в кино, и все такие моменты, когда ты смотришь фильм, особенно если он плаксивый, тут все показывают свои эмоции, это очень-очень классно. А еще самое крутое — это, так сказать, общажные посиделки, на которых тоже все сближаются. Например, если кто-то умеет играть на гитаре, кто-то играет на гитаре, и это так, поют все песни, такая прям лагерная обстановка. А во время сессии все, конечно же, сплочаются, чтобы сдать экзамены, потому что вместе готовиться, это прикольнее. Поэтому лучше находить, как я еще раз скажу, компромиссы. Итак, немножечко подведем итог наших 3 лайфхаков, которые я уже озвучила. У нас в общаге нет врагов, у нас все равны, все уважают свое пространство, пространство чужого человека. И
нужно помнить о том, что все-таки мы все находимся в одном обществе, и на ближайшие 4 года мы хотя бы связаны одним блоком, и лучше, конечно же, ни с кем не ругаться и находить какие-то компромиссы, а также завести свои какие-то типа семейных традиций, чтобы сближаться еще сильнее и не ругаться. И все-таки какие-то семейные там традиции, всякие фишечки, они очень сближают. На сегодня у меня все. С вами была Киселева Анастасия. Желаю вам никогда не ругаться, уважать друг друга, свои права. Все мы не идеальны, и нужно находить общие компромиссы.